Всем привет! Хотим поделиться с вами проверенным рецептом вкусного вина из черной смородины. Ранее мы уже снимали рецепты очень вкусного вина из вишни, а также из забродившего варенья. Да-да, именно из забродившего. Ну или можно из обычного варенья, которое есть у вас дома. Эти рецепты ты сможешь найти в описании под видео. Итак, начнем готовить вино из смородины. Для этого нужно подготовить смородину. У нас обычная, не ароматная. Смородину ни в коем случае не мыть, так как с этим вы рискуете смыть необходимые для брожения дрожжи. Нужно лишь убрать грубый мусор, зеленые и испорченные ягоды. Смородину подавить в однородную массу. Мы это делаем руками. Давайте поговорим о пропорциях, так как часто именно эти вопросы нам задают в комментариях. К примеру, на 10 кг смородины нужно 5 кг сахара и 15 литров сырой теплой воды. Сахар будем добавлять в 4 приема. Сразу нужно положить половину от общей массы, то есть 2,5 кг сахара. Чуть позже полкилограмма сахара. Потом 1 кг и еще раз 1 кг. Напомню, что пропорции всегда есть в описании под видео. В нашем же случае смородины чуть меньше, и мы рассчитали свои пропорции, которые сейчас вы видите на экране. Теперь займемся подготовкой сусла. Пережатую массу из смородины необходимо перелить в емкость, в которой будет бродить мезга для будущего вина. У нас это пластиковая пищевая бочка. В сырую теплую воду, температура которой 25-29 градусов, нужно добавить сахар. В нашем случае это 1 кг 875 грамм на 7,5 кг ягод. Все это необходимо размешать. Подготовленный сироп вылить в бочку с мезгой. Теперь все вместе еще раз перемешать. Накрываем марлей, чтобы в мезгу не садились мушки и другие насекомые. И емкость необходимо перенести в темное, теплое помещение и оставить для брожения на 3-4 дня. Самая оптимальная температура 22-25 градусов. При этом не забываем помешивать дважды в день рукой или деревянной лопаткой. Это надо для того, чтобы сусло не скисло. В нашем случае бочка с суслом наполнена примерно на 1/3 часть. Но стоит помнить, если наполнить доверха, то не будет места для брожения. Поэтому наполняйте емкость суслом максимум не больше, чем на 2/3 объема вашей емкости. Вот так выглядит сусло спустя сутки после приготовления. Мезга поднялась наверх, и видно, что процесс брожения идет полным ходом. Пришло время аккуратно перемешать. Так делаем 2 раза в день. Температура в сусле составляет 26,1 градус. Но на ночь мы укутываем одеялом, чтобы не застыло, так как ночи прохладные. Вот так выглядит мезга в сусле спустя 4 дня. Она имеет выгоревший бледный цвет. Теперь пришло время, чтобы ее удалить. Для этого мы используем дуршлаг. Если вы планируете делать вторичное вино, то тогда мезгу отжимать сильно не стоит. Ну а если не будете делать вторичное вино, тогда нужно отжать хорошо. Кстати, для этого можно также использовать марлю. Так как внизу находится много уже погибших дрожжей, полученное сусло следует слить с осадка в емкость, в которой будет продолжать бродить вино. Советуем использовать стеклянную посуду, к примеру, прекрасно подойдет 10-литровый бутыль. Если на дне бочки образуется, как у нас, каламуть, ее можно слить в бутыль, немного подождать и потом настоявшийся чистый сок вылить в общую массу. На этом этапе стоит добавить очередную вторую порцию сахара. Для этого отобрать немного забродившего сока, растворить в нем сахар, после чего вылить в будущее вино. Но чтобы одинаково распределить норму сахара на 2 емкости с пока еще компотом, возьмите сока 2 порции, растворите в них сахар, а затем разделите пополам, вылив по порции в каждой. Стоит помнить, что количество вина должно быть одинаково в каждом бутыле для равномерного распределения сахара. Вино должно занимать 75% объема самого бутылька. Остальная часть должна быть свободна для газов и для брожения. Дальше установить гидрозатвор. Мы используем перчатку. Прокалываем иголкой перчатку и ставим в теплое помещение для продолжения процесса брожения при температуре 18-25 градусов на 30-50 дней.
В некоторых случаях вино может бродить и больше. К сожалению, мы точно не можем сказать, сколько будет стоять вино и сколько ему нужно бродить именно в вашем случае. На это влияют разные факторы. При необходимости можно укутать одеялом. Добавим от себя, что если перчатка долго не поднимается, тогда добавьте в бутыль по 8-10 штучек немытого изюма. Он поможет запустить процесс брожения. Через 5 дней после того, как поставили вино под водяной затвор или под перчатку, нужно слить по пол-литра сока и растворить в нем третью часть сахара. Для активации дрожжей сок подогреваю до температуры, что еще можно держать пальчик, но смотрите, чтобы не было горячее. И теперь в теплое сусло добавляем сахар. Размешиваем до полного растворения. Полученный сироп, разделив на одинаковые порции, вылить обратно. Снова одеваем перчатку, фиксируем ее, чтобы не поступал воздух. Мы, например, для надежности обмотали скотчем. Спустя еще 5 дней добавить последнюю порцию сахара. Снова установить гидрозатвор или перчатку. Спустя чуть больше месяца у нас перчатка упала. А это означает, что дрожжи переработали весь сахар. Активное брожение закончилось. Хотя очень тихий процесс брожения все же может продолжаться. Мы не засняли, когда перчатка активно приветствовала нас своей рукой, но спустя время, когда будете видеть, что перчатка упала и уже пару дней не поднимается, значит, знаете, пришло время слить вино с осадка, процедив в чистую стеклянную посуду. Сливать нужно так, чтобы шланг не касался осадка и сок был по возможности чистым. Если все-таки вино немного смешалось с осадком, тогда пусть немного постоит, после чего чистый сок можно вылить в общую массу. А вот теперь бутыль необходимо заполнять вином до самого верха, чтобы избежать контакта с кислородом. Если вы не уверены, что вино окончательно перебродило, тогда нужно накрыть специальными крышками для вина, так как газы будут выходить через специальное отверстие и вино не испортится. Такие крышки можно приобрести в любом продовольственном магазине или на рынке. Теперь опускаем его в подвал, для того чтобы оно настаивалось и набирало крепость. Касательно крепости, можно при желании добавить еще немного сахара, именно для того чтобы оно стало крепче. Если добавить после полного окончания брожения, тогда это уже будет бесполезно и будет похоже больше на компот. Со временем на дне банки будет выпадать осадок. Советуется фильтровать вино, сливая с осадка с помощью трубочки. Это делать примерно раз в 20-25 дней. Потом уже реже по мере образования осадка. Когда осадок не будет появляться, вино будет по большому счету готово, и его уже можно будет пить. Этот замечательный напиток считается еще молодым, и, конечно же, чем дольше стоит, тем вкуснее и качественнее будет ваше вино. Но здесь уже решать вам. В нашем случае прошел 1 год. Крепость вина составляет 12%. Вот такой красивый цвет вина из смородины у нас получился. Вино ароматное и приятное на вкус. Главное, натуральное, а значит, если в меру, полезное. Мы были рады поделиться проверенным рецептом. В этот раз вина из черной смородины. Спасибо, что посмотрели наш видеоролик. Не забудьте поставить лайк за наши труды и старания. Вам это не сложно, а нам приятно. С любовью, семья Грачевых.